Всем привет! С вами Иван Хорев. И в этот раз герой нашей передачи — советский штурмовик 4 уровня БШ-2. Итак, мы прощаемся с ТШ-3 и начинаем новую эру ветки штурмовой авиации СССР. Эру самолетов Ильюшина. Правда, начинаем мы с чистого листа. БШ-2 унаследовал от своего предшественника только бомбы ФАБ-50. Кроме того, придется остаться без внушительной части огневых точек. Из 10 штук у нас остается только 4. Ну, и нашему Михалычу, увы, придется потомиться в казарме вплоть до Ил-2Д. Но вот взамен мы получаем огромный запас прочности, возросшие скоростные характеристики, а также возможность устанавливать пушки калибра 23 мм и подвешивать 100-килограммовые бомбы. Единственное, что подкачало, это маневренность, но ведь для штурмовика она и не главное, верно? Конкурентов у нашего самолета в классе нет, так что и сравнивать его не с чем. Лучше давайте вместо этого разберемся с наиболее оптимальным путем прокачки. В базовой комплектации наше вооружение состоит всего лишь из 4 пулеметов ШКАС. Естественно, для уничтожения наземных целей они никуда не годятся. В первую очередь лучше всего исследовать топовые пушки ПТБ и бомбы ФАБ-100. Мощное вооружение очень сильно облегчит нам последующую прокачку двигателей. После покупки не забудем засыпать и боекомплект. Лучше всего устанавливать ленты с зажигательным эффектом, ведь подожженная цель в большинстве случаев догорает сама, и нам не придется делать лишний заход из-за 100 недобитых очков прочности. Да и самолеты противника, если уж таковые попадутся в перекрестие прицела, поджигаются тоже на ура. Ну, а чтобы не попасть в горячую ситуацию самому, возьмем на борт огнетушитель и пневматический перезапуск двигателя. Итак, мы вооружены и очень опасны. Пора в бой. Поскольку наш самолет предназначен для штурмовки, тактика не сильно зависит от того, в топе мы или на дне списка. Наша основная цель и в том, и в другом случае — это уничтожение наземных целей противника. А уровень боя будет влиять в основном на количество очков прочности у этих самых целей. В начале боя стоит опуститься как можно ниже, до высоты 50 метров. Полеты на большей высоте для нас смерти подобны. Направление выбираем то же, что и союзные истребители, и летим к вражеской базе, прижимаясь к земле и используя рельеф. В этом случае мы имеем самый высокий уровень маскировки, и заметить нас может только очень близко подлетевший противник. Таким образом, до вражеской базы мы доберемся, избежав большинства неприятностей. Теперь разберемся, как эффективнее всего потратить боекомплект на наземные цели. Первое, что мы делаем, заходя на цель, это выпускаем закрылки и сбрасываем скорость. Этим мы увеличиваем время огневого контакта и избегаем необходимости заходить на второй круг. Корабли лучше всего атаковать вдоль борта. Так мы нанесем им максимальный урон. Главное, нужно всегда быть готовым отвернуть, чтобы не зацепить антенны или надстройки. Цели лучше всего выбирать по возрастанию прочности. Точки ПВО БШ-2 щелкает как орехи. Более крупные цели потребуют чуть большего внимания. Ну а штаб сдастся только после применения подвесного вооружения. Только не забываем смотреть по сторонам, а то возникает немалый шанс подорваться на бомбе более проворных союзников. Если штаб уничтожен, то можно переключиться на другие крупные цели. Но не раскидываем все сразу. Уж одну бомбу стоит оставить на всякий случай. Например, чтобы отбиться от вражеских самолетов. А сделать это будет не всегда просто. БШ-2 не приспособлен для виражного боя с истребителями, да и Михалыч остался в ангаре. Так что если на хвосте запахло жареным, лучше всего будет взять курс в сторону союзных самолетов. Ну а когда противник будет озабочен защитой собственного тыла, обстрелять его по полной программе. Если же помощи ждать неоткуда, то можно попробовать либо поймать врага на удочку бомбой, либо резко сбросить скорость. Не ожидающий такого маневра противник просто пролетит мимо,
прямо под наши радостные залпы из всех орудий. Ну что ж, настало время подвести итог. БШ-2 задает тон почти для всех последующих уровней. Конечно, нрав у него не очень простой, но тактика ведения боя, порядок уничтожения наземной техники, ускользание от противников и прочие фишки изучаются именно на нем. Так что если вы сможете укротить этот самолет, то штурмовики старших уровней вам проблем уж точно не доставят.